Всем привет, меня зовут Даша, вы попали на геймплейный ролик по моей династии Маград, который насчитывает уже 6 поколений, и сегодня мы будем играть с вами за наследника. Это первый раз, когда мы играем за наследника, потому что до этого я играла за его друзей, за его родителей, там, за его семью, но никак не за него самого, но сегодня вот именно мы поиграем за Фина, ну и, разумеется, там его компанию, его друзей. Приехали мы в Честнат Ридж, привели нас события, которые как раз-таки сейчас разворачиваются в моем телеграм-канале, ссылочка в описании вообще-то. Но если вдруг по какой-то причине вы новенький или вы еще не читаете мой телеграм-канал, то, во-первых, это повод подписаться, а во-вторых, это, я сейчас вам, разумеется, расскажу, чтобы вы были в курсе дела. Поехали. Финн со своей подругой и одногруппницей Мишель, либо же Мишей, приехали в Честнат для того, чтобы встретиться с старой знакомой Финна, с подругой его мамой, Ронни Уокер, потому что она является, грубо говоря, потомком персонажей, у которых фамилия Акияма, так как сейчас Миша и Финн пишут доклад про исторического такого персонажа Иви Маград. Иви Маград — наследница моего первого поколения, и тема такая, то что она была в Стрэнджервилле, она победила материнское растение, и по истории нужно написать про нее доклад, но про нее почему-то нет никакой совершенной информации. И из дневников одной из дальних родственниц Финн узнал то, что по какой-то причине семья Акияма полностью вырезала Иви из истории, и непонятно почему. И он приехал в Честнат, чтобы поговорить с Ронни, чтобы, может быть, она что-то знает, может быть, у нее есть какая-то связь с родственниками, какие-то архивы, какие-то дневники, чтобы она вообще выяснила, почему это могло произойти. Так, это кратенько, да, давай, по ходу дела буду рассказывать вообще, почему они поехали, почему они не в университете. Товарищи, давайте просыпаться, пожалуйста. Я сняла им номер люкс. Он, конечно, преобразовался с последнего моего появления в этом мотеле. В целом я тут немножко, сделала все посимпатичнее, да, потому что когда-то, давным-давно, в этом мотеле мы уже были, но были мы с совершенно другими персонажами, с Максом и Мелоди. Кстати, надо будет потом обязательно подойти к Хлое. Хлоя — это мама Макса, это мама нашего друга. Так, стоп, не надо, пожалуйста, ничего нажимать. Это мама нашего друга, которая как раз-таки и, грубо говоря, приютила там с хорошей скидкой, потому что это именно ее мотель. Так, хорошо. Миша пошла досыпать, я поняла. Тогда, Финн, сходи, пожалуйста, прими душ, сходи в туалет и почисти, в смысле зубы почисти, не надо чистить саму раковину. А Миша в это время, давайте, она, наверное, приготовит какой-нибудь завтрак. Так, что мы можем? Давайте блины и тосты, бейглы с беконом, бейглы с лососем. Я обычно, кстати, говорю с лососем. Это просто по приколу говорю с лососем. И я любила круассаны у себя в Минске. Я, когда, помню, приходила, я постоянно в голове проворачивала то, что нужно говорить нормально с лососем, но это не помешало мне однажды прийти. Я 4 раза требовала круассан с лососем, пока другая девочка не поняла, что я хочу. Я такая: с лососем, простите. Я чувствовала себя такой тупой, хотя я тут, извините, наяриваю на правильное произношение и так далее. Знаете, вот это вот одеть и надеть, а справить, особенно маму филолога, это святое, я считаю. Да, тебе ж места не хватает. Чего ж вообще Финн-то попёрся-то в этот Честнат? Почему они вообще куда-то поехали? Почему они не находятся сейчас в университете? Вообще-то они учатся на программистов, там, на айтишников, информатиков, все такое, но делают доклад по истории. Короче, значит, Финн, вот этот вот прекрасный товарищ под названием Финн, он, значит, поехал в клуб потусить со своим другом, в частности, Максом. И, значит, они в этом самом... Я не поняла, ты не доготовила, что ли? Не надо, пожалуйста, убирать книжку. Иди, пожалуйста, готовь, спасибо. И они там, Макс там его подначивал, кого-то подцепить, сам хотел кого-то подцепить. Подцепил, в общем-то, Финн. Финн подцепил девушку, которую зовут Мерседес Смит, и это является его преподавательницей по истории в техническом вузе. Преподавательницей по истории она является, потому что она в прошлой школе, там у нее был контакт с учеником, ее за это, разумеется, уволили, поэтому она историк в техническом вузе. То есть, знаете, такая очень неблагодарная, бесполезная профессия, и она
она, чтобы там как-то подзаработать, взяла дополнительные часы, в частности, взяла именно какой-то кружок по истории, то есть дополнительные занятия. Туда приперлось 2 человека. Миша, который в целом вся эта тема интересна, и как раз-таки вот она фанатеет очень сильно по Стрэнджервиллю, и ей вот тема, ну, она мечтала поговорить с кем-то об этом, потому что, ну, а с кем ей еще поразговаривать там в университете? Я не понимаю, а в чем проблема доготовить еду? Ты мне, пожалуйста, вот расскажи, возобнови, пожалуйста, спасибо. И Финн, ну, потому что, извините, Финн влюбился в Мерс, да, он с ней переспал, он в нее влюбился, и, соответственно, он пришел к ней на допы, чтобы как-то с ней взаимодействовать, чтобы вообще хоть как-то там с ней пообщаться и так далее. Но она дала ему отворот-поворот, разумеется, потому что, ну, не будет она еще раз на те же грабли наступать, даже несмотря на то, что они новые модели и совершеннолетние, да. Но, в общем-то, она Финну отказала, и как-то вот слово за слово они начали, ну, все-таки вести какое-то занятие, потому что пришла Миша, и как бы, ну, разумеется, ты можешь прекратить, пожалуйста, я тебя очень прошу, иди вот попротирай пол. У меня просто здесь в малом бизнесе стоит то, что нужно спать, вот, соответственно, он пытается везде поспать. Миша, пожалуйста, ты... Миша приготовила, Миша молодец. Хорошо, сядь, ты тоже вот сейчас сядь, и ты возьми порцию, и ты возьми порцию, окей? Understand? Молодец, они кушают. Ладно, ждем тогда Фина. Ну, в общем-то, пришла Миша. Миша, разумеется, не должна быть в курсе, что у Фины там с Мерс что-то было. И что-то слово за слово, тему для обсуждения они выбрали события в Стрэнджервилле. И получается, ну, как-то Миша за это зацепилась, и Финн такой, ну, это, кстати, возможно, там моя родственница, ну, потому что там связь в какой-то момент прервалась, да, и Финн не в курсе, он предполагает, но он не в курсе, мама его тоже так очень частично в курсе, бабушка у него умерла, ну, еще до его рождения, соответственно, там он спросить не может, а бабушка, кстати, бабушка воспитывалась, получается, дочкой Соны, а Сона, ну, знала про маму многое, несмотря на то, что там мама умерла в родах. Хорошо, иди поставь книжку и успокойся. Ну, если тебе это как-то поможет, ты можешь доесть, я тебя очень прошу. Почему вот у них желание поспать превышает желание поесть? Ну, и что-то девочки на него насели, типа, давайте сделаем доклад, а Мише эта тема прям очень интересна, поэтому она выбила им что-то вроде командировки в Сан-Мишуно, они потусили в Сан-Мишуно, и там Финн... ну, познакомился с одной женщиной, с девушкой, точнее, наверное, уже правильно сказать, женщиной, и она вот ему сказала то, что, в общем, благодаря ней он выяснил то, что вот имя Иви стерто полностью из истории, ну, по какой-то причине, то есть про нее есть, конечно, да, она победила там в Стрэнджервилле, но все, то есть она как будто взялась из ниоткуда и пропала в никуда. Кратенькую историю тогда рассказала, надеюсь, вы там не заснули от скуки. В общем, сейчас мы тогда покушаем, я планирую. Окей, тогда возьми, наверное, пока положи в ланч-пакет, я хочу, чтобы вы с собой поесть взяли, пакуй в ланч-пакет. Ну, Финн, секундочку. Посуду, разумеется, это помоет Финн, потому что он не бытовой инвалид. Я надеюсь, он помоет посуду в этой раковине. Пожалуйста, скажи, что ты помоешь посуду в этой раковине. Конечно же, нет. А как ты, Даша, хотела? Ты что, думала, что будет как-то по-другому? Так, я, знаете, что хочу сделать? Я хотела бы... чтобы Миша выгулила быстро собаку. Знакомьтесь, это Зефир, собачка Фина. Меня Фин ее по игре просто где-то притащил, откуда-то достал. То есть я зашла в семью, собачка там уже была. По сюжету он ее, ну, по сути, это тоже притащил. Он ее притащил в Сан-Мишуно, точнее, в Эвергрине, ну, в Сан-Мишуно. Просто Эвергрин у меня это, как бы, ну, саутсайд Сан-Мишуно, то есть бедный такой район. Вот, и, ну, да. В посудомойку, ладно, тогда я тебя в целом-то и не осуждаю. Притащил собачку, ну и собачка теперь-то живет с нами. Также тут, видите, 2 лошади, но мы их взяли просто на прокат, не более. Так, хорошо, Финн, давай ты тогда сейчас, я хочу, чтобы он написал сообщение своему другу, то, что они едут. Где? Не Тео, никакого Тео. Напиши Реду сообщение, то, что они сейчас приедут, то есть как раз-таки поговорить на тему, поговорить с Роней, не понимаю, им вот комфортно вот в этой вот комнатушке, да? Собачке не нравится холод, ну, я поняла. Так, я надеюсь, что собачка сможет дома остаться, за нами она не увяжется, потому что за ней там следить нужно будет кормить, а тут ее типа, ну, типа ее здесь кормят и так далее. Огонь, Финн написал сообщение, теперь тогда мы... Боже. Теперь мы можем тогда ехать, они живут не в этом районе, да, поэтому увах. Хотя Реда можно найти вот в этом доме на самом деле, потому что там живет его девушка. Так, поехали, пожалуйста, отправиться.
Мне нравится, что они чисто синхронно, сразу видно, подружились. Добро пожаловать в дом семьи. Я даже не знаю, как это правильно называть. По-моему, это называется дом семьи Манди вообще, потому что там длинная, короче, история. Так, знакомьтесь, это Ред. Кто не знает, кто он такой, сейчас я вам тоже, разумеется, так как обычно расскажу. Куда ты бежишь? Ожидание в очереди. Ты в туалет хочешь? Серьезно? Иди, пожалуйста, обними своего, как бы, братка, своего друга. Короче, значит... собачка пошла с нами. Ну, ладно, хорошо. Раз Зефир пошел с нами, значит, Зефир пошел с нами. Ты решила подскользнуться на ровном месте? Молодец какая. Короче, Ред — это наш друг детства, потому что Финн вообще часть своего детства провел в Честнеде. У него бабушка и дедушка по папиной линии жили как раз-таки здесь. Он сюда часто ездил на лето, но это было до того, как я нормально начала вести династию, хотя один пост я этому посвящала. Поэтому у Финна даже есть навык катания, верховой езды, и, соответственно, вот он дружит с Редом. Ред и Роберто — это брат и сестра, сиблинги-двойняшки, близнецы, по-моему. По-моему, это можно так говорить про разнополых детей. Извините, я не разбираюсь немножко, просто близнецов, именно, которые прям называются близнецами, я встречала только разнополых. Короче, неважно сейчас. Можете мне пояснить в комментариях, буду вам очень благодарна. У них у обоих умерли... Сейчас разломаю. Умерли родители, там умерла сначала мама, потом умер папа, и они остались в подростковом возрасте одни, и подруга, получается, мамы Финна, Рони, она взяла их под опеку. Позже Рони вышла замуж, то есть они съехали с этой семьей, она родила ребенка. И также напоминаю, что существуют вот эти вот два товарища, Исадор и Полли. То есть, я рекомендую посмотреть вам ролик с историей династии, чтобы понимать вообще, что это за персонажи. Вот это по сути, двоюродный племянник Финна. То есть это, грубо говоря, 7-е поколение. Да, угу. А это подруга тоже Финна, детства, именно из Честнеда, но понятно, что там они уже к подростковому возрасту не так активно общались, и любовь Реда. То есть Ред ее любил, но он не признавался, она встречалась с Эйсом, и они утонули на Сулане. Давайте я, наверное, возьму его под контроль, просто потому что, а чё нет? Давай, может быть, я даже не знаю, у нас, кстати, есть здесь какая-нибудь... не любит хипстерскую одежду, не надо, пожалуйста, мне тут. У меня сейчас опять персонажи со всеми поругаются. Так, иди, наверное, ты какой-нибудь чай подашь. Нет, кофе. Давай, наверное, какой-нибудь чай подай ребятам. Чай каркаде я хочу, я обожаю каркаде. Вот, так, это вообще что такое, как тут это вот понимать? Вот, собственно говоря, сейчас вам покажу, где... Вот, Полли, хорошая совместимость. Вот, романтический интерес, подруга, там уровень увлечения непонятный, да. Он ее любил, но он ей так в любви и не признался, и никогда уже, соответственно, не признается. А вот сейчас он, кстати, встречается с другой девушкой, с которой они как раз-таки подружились на фоне того, что, они, короче, на кладбище познакомились. Я эту историю сейчас на ходу придумываю, если кому вдруг интересно. Вот, и как раз-таки именно вот Мэдди, она помогла ему справиться с такой потерей, и она вообще не осуждает Реда за желание там приезжать к Поле на кладбище или еще что-нибудь. То есть вообще, пожалуйста, да, можем вместе сходить, там могилку подкрасить, цветочки положить и все такое. В общем, она разделяет тот факт, что у Реда был человек, которого он очень сильно любил. Но сейчас он встречается у меня с Мэдди. Я специально создала вообще ее для Честнеда. Я думала, что она будет с Редом, но я решила их познакомить. То есть, если пойдет, значит пойдет. Но оно пошло, и я как раз-таки тоже на стриме вот это вот все делала. И вот, где-то, по-моему, сейчас вам покажу. Сестра Реда, вот сестра, у нее есть маленький ребенок, но его, короче, в сюжете еще не существует, поэтому давайте игнорировать его существование. Вот эта комната Реда, вот он со своей девушкой уже, знаете, это он еще, короче, как чмошник здесь выглядит, тут видны синяки под глазами, тут он уже как-то посимпатичнее стал, похорошел, у него уже как-то, и жизнь стала получше, повеселее. Он нигде не учится, он выбрал пропуск года. Ой, простите, пожалуйста, он выбрал пропуск года, пока он работает. Он должен был поехать вместе с Финном как раз-таки в университет, там просто как-то тусоваться там на тоже какой-то факультет, связанный с информатикой, но в итоге он, к сожалению, и не поехал. И вот, Финн в прошлый раз, когда приезжал в Честнед, он виделся только с его сестрой, с Редом он не виделся, потому что Ред просто рыдал, сидел. Вот, Финн у нас на информатике.
Миша на химии, но у Миши, я просто поиграю, Миша уже диплом получила по информатике, и я как бы делаю, что она якобы получает 2 диплома одновременно, я, по-моему, знаю, где-то так можно делать. Так, хорошо, Конор, иди, наверное, поздоровайся с Конором. Конор — это папа Исидора, это... Боже, 200 объявлений. Я ж чистила недавно. Господи, помилуй, это как так можно-то? Вот. Конор — это папа Эйсадора, муж Рони. Иди, наверное, там как-то, ну, бодрое приветствие. И есть еще также мелкая девочка, Блэр ее зовут, мелкая сестра. Это, ну, сестра родная как бы Эйса. И, грубо говоря, сводная сестра Реда, наверное, не знаю. Давайте сейчас посмотрю вообще, как она бьется у нас. Ну да, она, значит, просто знакомая. Окей, тогда, может быть, ты хочешь ее с кем-то познакомить? У нас есть познакомить? Я просто хочу... Так. Я просто хочу с Мишей ее познакомить, потому что Финн, по-моему, ее знает. Так, иди. Ага, почему-то Конор почему-то нам не дает, чтобы это сделал Ред. Но ладно, ничего страшного тогда. Ред ее, как бы, грубо говоря, ну, сводный брат, потому что Ронни — это его опекун, а это мама Блэр. Ну, Санта-Барбара страшно, для этого древа надо посмотреть. Кстати, рекомендую вам в своем древе покопаться, в моем, в смысле, потому что там столько просто персонажей, там столько сплетений, я не знаю, мне так интересно этим заниматься. Чтобы вы понимали, я недавно отфоткала 99 персонажей, и это еще, по-моему, не все симы, которые у меня в древе участвуют, это живых, активных, если что. Ой, жесть просто. Так, а где Ронни? Где Ронни? У нас, поскольку Ред уже молодой персонаж, у него к Ронни есть влечение, ну, понятно, что никакого, ну, этого самого-то ничего и не будет. Так, я хочу, чтобы ты... В смысле, ты не можешь позвать Ронни на свой участок, мой хороший, алло. Так, вы тут общаетесь, я не знаю, может быть, там, Конор спросит вообще... Йоу, то есть Конор, он, получается, был мужем его двоюродной сестры. Может, так будет проще, я не знаю. Так. Я хотела бы, чтобы вы, наверное, пообщались. Расскажи занимательную историю, как вообще... Расскажи забавную историю, как вообще ты приехал. И Финн такой начинает. Короче, представляете, значит, я пришел в больницу, я сидела там в больнице, и тут я встретила беременную девушку, и что-то она такая грустная была, мы с ней так разговорились, а ей на УЗИ было не с кем идти, ну я такой, давайте я схожу, я сходил, и потом она такая, а может быть вам чем-то помочь, она, ну, я такой, ну, если вы не знаете Иви Маград, то, наверное, ничем. Она такая, Иви Маград? Так, ну, меня родственницу зовут, как бы, Иви Маград, там, мою по-моему, если мне память... Да, бабушку зовут Иви Маград, но знаете, значит, у Иви была сестра, короче, ну, там ее звали Черри, и вот Черри является прапрабабушкой моей подруги Моники, давайте я вам дам телефончик, вы, короче, ей позвоните, поговорите, да, и... Я встретился с этой Моникой, да, и, значит, она мне рассказала, вот она мне дала почитать дневники, получается, своей прабабушки, ну, то есть мамы этой, точнее, дочери этой Иви, и вот, короче, она, ну, там, оказалось то, что, да, все она есть, но вот ее из истории вырезала вот семья Акияма по какой-то причине, а я не знаю почему, а ваша жена, она же является, ну, как бы из семьи Акияма, да, можете, пожалуйста, вот, а где она, я просто узнать кое-какую информацию хотела, и Конор такой, что, происходит? Что ты несешь? Да, у меня в сохранении живет, получается, его троюродная тетя. Очень сложно, я понимаю, но факт. Сейчас я покажу вам ее, короче. Троюродная тетя. Вот, это его троюродная тетя, а Моника его, получается, ну, если по деду, то, наверное, пятиюродная какая-нибудь или шестиюродная вообще. Ну, подождите, если бы она была... сестрой Соны, то было бы четвероюродная. Да, значит, получается, это пятиюродная тетя. Есть вообще пятиюродная тетя, я не в курсе, но тем не менее. Ты решил гриль почистить. Я не понимаю, где-то у меня, походу, черту характера Да, он чистюлю словил. Так а чё, Ронни-то вообще придет или как? Я просто, ну, нам надо с ней поговорить. И Ронни тоже, у меня этот персонаж, она была, значит, из Комарэби, вообще из... Она что-то течет? Чини, наверное, и, пожалуйста, позови Ронни на свой участок, я тебя очень прошу. Вот, там просто она была сама по себе из Комарэби, ну, то есть я изначально, когда ее в древо добавляла, там было сказано, что она с Комарэби,
И я когда добавляла представителей семьи Акияма, специально им древо даже небольшое сделала, то я решила, что она как раз-таки будет выходцем из этой семьи. Терони изначально просто рандом. Я не знаю, мне нравится брать какого-то NPC и там родословно ему какую-то продумать, там, вплоть до первого поколения, ну, в смысле, до моего первого поколения. Хорошо, тогда мы пока сидим, ждем Рони, не дергаемся, потому что... Ну, а что нам еще остается-то делать? С Коннором тут общаешься, дружишь. Там можешь спросить, ну как вы вообще после там смерти сына? Ну, если так разобраться, у него же ребенок умер. Как вы после смерти сына, как вы вообще себя чувствуете? Так, Рони. Мы, кстати, сами можем Рони вообще-то пригласить. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Познать состояние потока. Ну, познай состояние потока, окей. Спроси, это Рони, слушай, а ты где? Я тут просто, ну, приехал вообще-то в честно. Вопросик надо один обкашлять. Что с тобой? У тебя что-то с желудком? Тошнота. Так, во-первых, где... он, наверное, со своей девушкой пошел разговаривать по телефону. Окей, иди, может быть, сходи в туалет, раз уж тебе не очень хорошо. Это комната Роберты. Роберта тут сейчас не живет. Чья это комната, поговорить я вам не буду, да, получается. Вот тут вот живет у нас Рони и Коннор. Здесь жил раньше Исадор. Ну, его комнату, понятно, что не убирали. Вот даже, по-моему, тут картины немножко недорисованные. И тут живет малышка Блэр. Я смотрю, Финн пошел везде убираться. Ладно, стоп. Так, тихо, не надо. Так, а чё, где Рони-то? Она вообще придет или, ну, или как? Вот, Рони пришла. Иди, наверное, с ней поздоровайся. Вот, видите, у меня даже клуб написано «Друзья Стеллы». Я считаю, отличную иконку выбрала. Так, хорошо. Иди, во-первых, с ней поздоровайся. Может быть, вежливый поцелуй. Я надеюсь, что это не даст нам просто какой-то романтики, потому что романтики быть здесь не должно. Интересы. Что ты можешь спросить? По воспитанию что-то, дай совет какой-то, там, знаешь, зайди издалека, спроси про приобретение лошади, скажи, ой, ну, у вас тут так круто, даже, да, может, лошадь захотела себе купить, не знаю. Расскажи ей тоже забавную историю. Знаете, тот самый батя, который историю про свои приключения рассказывает просто... Я очень надеюсь, что это не даст нам сейчас романтики. Я вас... Вы чё? Так, все хорошо, все нормально, ладно. Миллион уведомлений вылазит, тогда поговори с ней. И, наверное, Рони бы ему сказала то, что, ну, слушай, смотри, предложи авантюру, скажи, вот тут такая ситуация, короче, давай ты всех своих родственников сейчас поищешь, да, все такое, вот, ну, мне кажется, что Финн, он сначала рассказал об этой ситуации маме, то, что, мам, ну, вот тут так и так, вообще, я зашел в тупик, мама такая, Акияма, так Рониш у нас Акияма, слушайте, тут где-то есть действие поделиться фотографиями. Ой, господи, как этим пользоваться? Поделиться страхами вампира. Хорошо, а есть? Я могу нажать? Вот, поделиться фотографиями. Скажу, вот у меня фотографии, короче, есть дневников. Вот это вот как раз-таки Черити. Ой, не Черити, а просто Черити, там другой персонаж. Миллион персонажей. И что забавно, кстати, я всех практически помню. Да, забавно. Окей, Миша. Чё с Мишей? Миша тут в шоке. Её шок в шоке. Хорошо, иди, пожалуйста, допей, наверное, чай. Может быть, еще одну чашечку ты возьмешь. Что с Редом? Ред у нас закончил, Ред у нас уже оделся. И, наверное, тоже иди поболтай вообще с Мишей. Ну, они знакомы уже, аж с двух рук. Скажи тоже какую-нибудь забавную историю. Спросить про другого персонажа. Вот, иди спроси про Финна. Скажи, слушай, вы там что-то с Финном. Надо помыть. Ронни Уокер. Подождите, я сейчас исправлю. Финн очень классный. Он мне нравится. С потрохами себя сдала, я поняла тебя, моя хорошая. Ну, в тебе никто не сомневался. А что у тебя вообще к Финну? А к Реду, кстати, влечения никакого нет. К Финну, разумеется, влечение есть, кто бы сомневался. Так, ну там есть некоторые обиды. Хороший друг, сильное влечение. Чувство персонажа тут неинтересно. А у Финна что к Мише? У Финна вообще ничего к Мише нет. То есть там все непонятно. Она хорошая подруга. Ну, в целом-то и все. Окей, ладно, хорошо. Хотя бы на этой энергии будем ехать, может быть, даже это и неплохо будет. Все отлично, мы все пофиксили. Иди, пожалуйста, иди, Ред, может быть,
Поправь бочки. Финн, ну, наверное, поговорил как раз-таки с Рони. С Рони. Да, и все супер. И давайте тоже, кстати, пойдем с Блэр познакомимся. По-моему, мы не знакомы с Блэр. Да, хочу, чтобы она нас познакомил. Конечно, разумеется, она нас Я поняла, Финн, тебя. Угу. Хорошо, посмотрите, там телек, может быть. И знаете, я хотела бы, просто сейчас, ну, снег идет, метель. Я думала, может быть, отправить их кататься на лошадях, потому что вот как раз-таки лошади. Только Ред, пожалуйста, давайте я Реда, наверное, переодену, чтобы он как бы смени одежду. Вот так вот. И где твоя лошадь? У Реда, есть лошадь. Не Элка, а Пончик. Наведи камеру. Вот, я бы хотела с Пончиком. Иди, наверное, кататься в быстром темпе. И давайте вот этих лошадей мы позовем. И давайте я, наверное, сейчас дам задание покататься. Да, у нее нет вообще никакого навыка катания. У Фина навык есть, опять же, потому что как раз-таки вот он такой у меня молодец. Он занимался. А чё с Редом? А Ред, походу... Иди сюда, пожалуйста. Вообще сейчас она не залезет еще. Давай, молодец какая. Все, пошла. Молодец. Финн тоже катается, кайфует. Вообще, хотела кое-что сказать по поводу его отношений с Мерс. Я просто, сама достаточно уже далеко по сюжету-то ушла. То есть, я-то знаю, что там будет дальше произойти. Что будет дальше происходить, хотелось бы маленький момент пояснить. Если вам кажется, что у Финна с Мерседес как будто бы вообще ничего общего, то есть они там друг друга не знают, и вам непонятно, почему Финн в нее влюбился, то так и должно быть, буквально. То есть он после длительных отношений для него, после разрыва, переспал со взрослой как бы женщиной, она ему понравилась, она ему симпатична внешне, то есть ему прикольно, и ему кажется, что она какая-то недостижимая мечта, и вот он в нее на этой почве, наверное, больше симпатия, то есть никакой, не особо там прям влюбленность, это именно симпатия, ему просто хочется, заполучить ее, и, понятно, что там она ему как-то симпатизирует, но он ничего про нее действительно не знает, в отличие от Миши, но это вы должны уже будете сами читать, Миша учится, просто... Нормально тебе? Моя хорошая, да, верховая езда такая. Так что бери бычка за рога, как бы бери Фина и будешь там с ним в старости на даче на лошадях-то кататься, потому что я думала на самом деле какого-нибудь своего персонажа переселить в Честнат как-нибудь, может быть, в качестве дачки или что-то в этом роде, потому что, как вы можете заметить, как бы игру-то я люблю, да, Честнат я люблю. Кстати, давай ты еще покатаешься. Знаете что? Катайся в быстром темпе. Можешь покататься? Смотрите, давайте от первого лица покатаемся. Я надеюсь, что вас там не стошнило, не сильно тошнит от того, что вот такая вот ситуация происходит. Когда, кстати, я каталась в неспешном темпе, было как будто бы получше. Точнее, в энергичном темпе. Опа, стоп. Слушайте, стойте, я хочу, знаете, как сделать? Я хочу, может быть, их заскринить как-то. Если он, конечно, не сквозь Мишу пробежит. Конечно же, он пробежит сквозь Мишу. Разумеется, боже. Почему он бежит сквозь Мишу? Почему нельзя бежать рядом с Мишей? Набатонился, да, ребят? Катайся в энергичном темпе, то, собственно, почему бы и нет? Я могу это сделать, или, наверное, очки будут видны? Да, будут видны очки. Конечно, сорян. Так вышло. Вот, поэтому... У Фина вообще как-то, то есть и с девушками у него не точнее, как бы у него клеятся очень хорошо отношения, какие-то взаимоотношения, но они в основном все завязаны на какой-то физической близости. Если честно, Фин у меня изначально не должен был быть бабником, я не знаю, почему так получилось, но вот как-то ж получилось, он немножко бабник. То есть у него за, по-моему, все время было, вот эта вот девушка, единственное, что ее в древе нет, давайте я, наверное, вот это вот удалю, просто не хочу, чтобы оно было. То есть, пожалуйста, 6 девушек у него было, а ему, между прочим, только 18 лет. Только 18. Причем 4 из которых было до 18. То есть Карен это тоже считается, несмотря на то, что он с ней не спал. По сути, Карен это единственная девушка, с которой он не спал. И то он поступил,
ну, относительно благородно по отношению к ней, типа, узнал, что для нее это должен быть первый раз, такой, ну, блин, нет, ну, явно не с таким мудилой, как я. К Рэйчел тоже, он, блин, поступает с Рэйчел, как будто бы, ну, тоже к Рэйчел, то есть он такой, блин, вот мне нравится точнее, я нравлюсь Рэйчел, да, она мне не нравится, но продолжаю с ней спать. Не, конечно, понятно, там Рэйчел сама согласилась на что-то вот подобное, почему опять вот именно через Мишу? Почему нельзя пройти вот рядом с Мишей? Блин, красивая фотка была. Ладно, окей. Кстати, блин, надо Рэйчел будет написать какое-то сообщение, может быть... Напиши ей сообщение, скажи, ну вот мы в Честноде, короче, сейчас, как твои дела вообще? Ты, кстати, тоже, ты бы, может быть, написала брату, что вообще куда вас занесло, отправь игривое сообщение и напиши, наверное, подружайке своей Мелоди. Мелоди, кстати, сейчас встречается с Майло, с ее братом. Ну, я уже рассказывала, да, то, что я долго пыталась тянуть отношения Мелоди и Макса, но у меня просто, ну, игра не захотела, я такая, ну, окей. И, наверное, Мелоди тоже ты напишешь какое-нибудь игривое сообщение, скажи, я каталась на лошади, у меня болит жопа, потому что я покаталась на лошади. Я недавно тоже на велике покаталась, у меня так просто все болело. Сейчас я почему-то... потому что я седло никак себе купить не могу, потому что мне больно кататься. Хорошо, окей. Что у нас тут вообще есть? Куда все свинтили? А Рони-то куда делась? Кто мне вот расскажет, куда делась Рони? А Рони пошла гулять здесь. Окей, ладно, тогда, Фин, заканчивайте, ребят, прогулку. И я бы хотела, на самом деле, сейчас кинуть Мишу и съездить вместе с Фином и Редом кое-куда, а именно на кладбище к Полли, на кладбище к Эйсу, потому что, ну, давненько, то есть Фин там не был, сам с осени, а тут он в Честноде, и, собственно, грех вообще не съездить. Так, давайте посмотрим, вообще пойдет он сейчас домой, или он сейчас пойдет... Да, наверное, он все-таки домой идет. Ладно, давай тогда ты сейчас придешь домой, может быть... Что это было сейчас? Окей, ладно, ты напишешь сообщение. Маме ты сообщение написать можешь? Я бы хотела просто, чтобы он маме тоже сообщение написал. То есть, мам, все, я нормально, я там я там доехала, с Рони уже пообщался, все супер, сейчас вот гуляем. Там сейчас, может быть, по делам куда-то поеду. Лошадь пописала, спасибо большое. И в этом же повалялась. Ну, просто восторг. Хорошо, что не наша лошадь, отмывать надо будет не нам. Но ладно, окей, хорошо, иди, наверное, блин, к Реду, иди, может быть... Даже не знаю. Давайте обсуждать жизнь вампиров. Это рассуждение, может быть, о какой-то типа загробной жизни. И получается, вот они поговорили, да, и все такое. Окей, ладно, все, вот они поговорили, и они сейчас, давайте с Редом, наверное, поедут на кладбище, и тогда встретимся с вами, ребятки, уже на кладбище. Добро пожаловать на кладбище Честнод Риджи. Вообще, это вот такая вот церковь, или, не знаю, костел какой-то. Вообще, тема религии в моей династии, это просто, она как бы есть, но нет какой-то определенной, в общем, это просто церковь, и там во всех городах, наверное, у меня тоже церковь. Вообще, мы находимся сейчас в Оазисе, у меня один райончик Оазиса отдан как раз-таки специально под, ну, типа, Честнод Ридж, потому что он, наверное, максимально сюда подходит. Вот такая вот церквушечка. И вот у нас как раз-таки вот наш двоюродный племянник Эйсадор. Наверное, оставь сахарный череп в качестве подарка, там, укрепи связь с реальным миром, может быть, оскорби его, зажги свечу. Ну, а Ред, в свою очередь, пойдет, наверное, к своей любимой, может быть, укрепи связь с реальным миром, ставь сахарный череп и тоже зажги свечу. Вообще, если говорить вот именно про вот эту ситуацию со смертью, да, то, ну, понятно, что на Реда это повлияло очень сильно, то есть он прямо в депрессии какой-то был, и, ну, и бухал, и, соответственно, он поэтому не поехал никуда поступать, он остался в Честноде, он пропустил год, то для Фина это было, то есть, какое-то менее травмирующее событие. Я сейчас стараюсь вообще объяснить... Кстати, внезапно Генри приехал почему-то. Может быть, он тоже решил, ну, не знаю, внезапно заехать, там решил просто сестру навестить перед Рождеством. Ой, ну да, сестру, кстати, да, тут его сестра. Тоже друг
друг Финна, тоже вот получается, Поли и Генри, они двойняшки, Ред и Роберта тоже двойняшки, они все тусовались вместе в Честнеде, когда Финн был маленьким. Ронни Уокер теперь друзья, нам не нравится. Хорошо, нам Ситлин написала. В смысле у тебя есть влечение к Ситлин? Я запрещаю иметь влечение к Ситлин, алё, мой хороший. Тебя Трей побьет, и я скажу ему, что он молодец. Короче, по поводу того, как Финн на это вообще реагировал, он на это реагировал, по сути, ну, никак, потому что Эйса он видел один раз в жизни, буквально, он с ним чуть-чуть пообщался, чуть-чуть там сдружился, и все, и больше они вообще никак не контактировали после того, как он уехал из Честнета с мамой в Ранбрук, все, то есть забыли. По сути, что ему убиваться из там Честнета, ну, точнее, из какого-то родственника, которого ты никогда в жизни не видел. Я просто меряю по себе, то что я, например, если бы меня там познакомили с моим двоюродным племянником, и я бы вообще бы с ним не общалась, а через полгода я бы узнала, там даже не через полгода, через 4 месяца я бы узнала, что он умер по какой-то причине, то, ну, печально, конечно, человек умер, но у меня нет к нему никакой эмоциональной привязки и так далее. То же самое вот с Полли, да, Финн общался с Полли давно, он с ней дружил, они были хорошими друзьями в детстве. Сейчас их общение сошло практически на нет, то есть они нормально общаются, но они не так часто это делают, то есть, может быть, максимум «привет, пока». В этом плане он больше дружит с Робертой, там, с Редом и так далее, ну, потому что там Ред как-то, он, ну, планировал просто тоже там поступать в Фоксбери и так далее, ну, уезжать в университет. А по поводу там Генри и Полли, ну, по сути, Финн все, что узнавал, он узнавал это от своей сестры, потому что сестра встречается с братом Мелоди, соответственно, Мелоди дружит с Мейбл, а Генри, он как бы, он парень Мейбл. Ну, вот так вот, то есть вот через 45 рукопожатий. Опять же, я сужу по себе. Если бы мне сказали, что какой-то мой друг, с которым я там не общаюсь уже там энное количество лет, просто потому что у нас там пути разошлись, а не потому что мы поссорились, сказали бы, что он умер, то я бы, наверное, тоже отреагировала, ну, как бы грустно, там, на кладбище приехала, все такое, но не более, правда. Ну, опять же, то есть у вас может быть немножко другое мнение по этому поводу, но у меня, ну, вот мое личное восприятие, да, то есть понятно, что, ну, смерть это все страшно и так далее, и понятно, что Фину там и Полли жалко, и маму жалко, потому что мама нашла какой-то в фейсе какой-то отголосок там того, что вот у нее там сестра была, там то, что у племяшки появился ребенок, и она очень радовалась этому. Ну, она очень радовалась, когда нашла вообще Эйс. Вот они как раз-таки с его мамой были близки. А так вообще, ну, ни разу. Вообще ни капли, вообще ни разу. Так, я что хотела? Я хотела помолиться тогда, и, наверное, Ред, может быть, что-то у Генри спросит. Нет, не надо смеяться над новичками. Вот, то есть спроси вообще, как ты, может быть, как там вы с семьей, ну, точнее, как, не с семьей, а с этим, кем? С Мейбл, все такое. Глубокие мысли, душевный разговор, ребят. Так, ты, пожалуйста, сходи помолись, я тебя очень прошу. Я хотела, чтобы ты у нас помолился. Я нашла, кстати, только вот одну книжку, типа «Функциональная молитва», но, по-моему, все, больше она ничего особо-то и не дает, по-моему, даже мудлета никакого, ну, интересного не дает. Может, сейчас потом мудлет будет. И я, знаете, у меня еще в планах было в 2 места зайти, это, может быть, к Реду и Роберте, ой, не, к Луи и Роберте, они как раз-таки здесь живут, вот, там, домой зайти, и в Кота-кафе. Кстати, вот Роберта. А давайте тогда мы сейчас Роберту разбудим, спросим у нее, пойдет ли она там на тусовку нашу, на какую-то вечеринку, да, и съездим в Кота-кафе, что-нибудь съедим там, ну, то есть Мише покажем кафешку. Она что, домой пошла? Видимо, домой пошла, да. Тогда поговори с Луи, тогда спроси у него. Вообще, так, меняться новый коллекционный предмет. Может быть, поздоровайся с товарищем, там как-то... Что, нет у меня действия здороваться, серьезно? Ой, вот, добро пожаловать. Обними, наверное, скажи, что, слушай, привет, давно тебя не видел, как там вы, как вообще Роберт себя чувствует и так далее. Хорошо, а ты сестре, наверное, тогда напиши, раз уж такая пьянка пошла, ну, скажи, слушай, алло, ты как? Ты у нас вообще, ты поедешь куда-то или ты не поедешь никуда? И ты, наверное, у Луи спроси, что как, поедет он, пойдет он на тусу Джусу или не пойдет? Наверное, пойдет. Хасан ослабевает, надо будет потом папу, конечно, сходить тоже пооплакивать, но он во Вранбурге похоронен, я там его, ну, за кадром свожу, понятно, что
Сейчас мы никуда не поедем. Все, Роберти, ты написал, супер, вы поговорили, нормально? Все, да, все супер, значит, он сказал, типа, да, я поеду, огонь. И тогда давайте мы сейчас Реда... Ладно, давайте, наверное, сейчас он... Миша напишет какое-нибудь сообщение, типа, Миш, слушай, я тебе сейчас адрес скину, ты должна туда подойти, я сейчас туда приеду, окей? Прекрати болтать с Луи, пожалуйста. Буквально часик в какое-то кафе посидим и будем уже вечеринку делать, потому что я планировала еще тусу сделать. Не хочу на 2 дня растягивать, хочу за один попробовать уложиться, а то обычно 2 дня, там ролик на 1,5 часа. Как будто сейчас он не 1,5 часа длится. Я не знаю, посмотрим. Это просто вторая попытка записи, первая я записала без микрофона. Какая я молодец. Ай, так, написал сообщение, молодец, все, написал, тогда встретимся уже, давайте в кот-кафе. Окей, добро пожаловать. Ну, я не сомневалась вообще никогда в том, что Мише нравится Финн. И что-то я их забыла, кстати, переодеть, но это вообще не важно. Окей, ладно, тогда подойди, наверное, заплати. Добро пожаловать в кота-кафе Бридж. Это держит как раз-таки мама Луи. Как раз-таки место, где познакомились Луи и Роберто. Ну, понятно, что тут уже это я переделала, потому что, то место было просто ужасно, там не подходило под то количество детей, которое сейчас есть в семье. Сейчас в семье, кстати, у Луи, помимо Луи, вот есть малышка Одет, и есть еще девочка Оливия, но я что-то Оливии сейчас не вижу, конечно. Оливия, наверное, где-то гуляет. Ну, ладно, в целом не важно. Она ровесница нашей Евы, если кому-то вдруг интересно. Так, ну, хорошо. Миша, что ты будешь? Ты хочешь заказать напиток? Закажи тогда напиток. Угу. И также, то есть, задача вообще погладить котиков, поиграться. Ну, то есть, короче, котиное кафе. Так, и бери тогда кекс, пожалуйста. И Фин тоже в целом закажи, наверное, какой-то напиток. Закажи горячий шоколад. Закажи еду. Я тут буду пытаться, 100 часов сейчас найти. Вот, кстати, как раз-таки владелец кафе смотрит. Что-то у Николь случилось. Я поняла вас. Не будем отвлекать. Ред тоже сюда пришел. Ой, и это, кстати, Джулс. Она, значит, это новая девушка мамы Генри. То есть, получается, как? У Генри и Полли было 2 мамы. Вот, они ходят под радужным флагом. И, соответственно, Диана умерла там 1000 лет назад, осталась только Джейн, и вот она начала, встречаться у меня с NPC, и я такая, окей. От Майковил NPC получилась Джулс, по-моему, они должны быть в браке сейчас, но я что-то не уверена, если честно. А я могу посмотреть, или я не могу посмотреть, я, наверное, не знакома с Джейн. Подождите, я могу на нее нажать, на Джулс, или как? Да, могу. Да, значит, они пока только в этом... не в браке, а как это называется? Боже, помолвлены, вот. Я, кстати, не помню, как это на английском звучит. Как-то, наверное, это нормально звучит, но не помню. Хоть ты тресни. Миша играется, Миша довольна. Главное, что Миша довольна. В целом, Финн именно ради этого ты сюда ее и привез. Вот тоже, да, Финн такой интересный. Вот Миша, пожалуйста, с которой там он живет, и с которой, сейчас именно живет, с которой он там ездит. Миша, которая там командировку выбила, чтобы они вообще поехали этот доклад по истории несчастный делать, хотя учатся они на программистов. И также, кстати, Миша там договорилась с какими-то преподавателями, чтобы они какую-то программку написали на программирование. Это, тоже считала, что они не зря время проводили в Мишона. Я, правда, пока не придумала, какую. Финн тоже, разумеется, не придумал, какую, поэтому, будем как-то думать. Вот, летом здесь вообще классно будет. Вот видите, тут такие столики, тут такое открытое место, тут коты просто бегают. Я хочу Оливию найти, потому что к нам идет папа Рэйчел, кстати говоря, из моей общины. С ним мы не разговариваем, потому что он... мы не должны с ним разговаривать вообще никак. Слушайте, я хочу Рони, чтобы она переоделась. У нее есть нормальная зимняя одежда. Какого черта вообще? Финн вообще не в курсе, что это ее отец, разумеется, потому что они с Рэйчел там 1000 лет уже не общаются. В смысле, папа и Рэйчел не общаются. Там своя история. Кстати, если хотите, я могу по своей общине записать ролик. Мне не жалко. Понятно. И Роберта пришла мужа, видимо, поддержать. Там на работу, спросить, что, как. Там к свекрови пришла, получается. Свекровь же это правильно? Нет, теща это если мама мамы. Луи повезло, у него ни тещи, ни тестя. Просто сказочное везение. И все-таки где Оливия? Оливка. Ты где?
Короче, Оливки нет. Просто странно, куда она вообще могла деться. Вот мне интересно. Хорошо, окей, вы попейте, пожалуйста. Ой, посмотрите, решил пообщаться. Вот тоже, да, пожалуйста. Вот у тебя Миша, которая там, ну, все делает для тебя, с которой ты там уже знаком, там как-то вы друг друга уже узнали получше, все такое. Нет, блин, он на Мерседес сидит, наяривает, я не знаю. Напишешь ей какое-нибудь сообщение, хз, напиши сообщение, отправь ей сообщение. Ну, как бы так начинает, вот пытается в отношения, когда так Миша. Ну, бывает, что могу сказать. Ну, вот Афин ей, конечно, очень нравится. И даже про всех... О, восторгаться едой, кстати. Попробовать посторговаться под Амелой. Ну, нет. Наверное, скажи, что здесь очень вкусно, мне здесь очень все нравится. Пообщайся с Луи. Кстати, важный такой момент. Мы можем что-то вообще Луи сказать? Спроси, на каких языках ты говоришь, потому что вообще Миша, она разговаривает на нортхавнском, ну, то есть это родной язык, и также говорит на винденбургском, потому что ей нужно было это для университета. С Финном она общается именно на винденбургском, потому что Фин тоже знает для университета. Ред учил язык, учил винденбургский, то есть он буквально принял решение никуда не поступать после выпуска со школы, но он знает винденбургский, то есть они могут спокойно общаться. Симлиш она не понимает, она понимает симлиш, но чуть-чуть, то есть вот видите, у нее буквально там навык только-только зарождается. Вот, он говорит на симлише, он вообще должен говорить еще на тамаранском, потому что он на тамаранге учился, но я, видимо, этому не добавила, но это сейчас не так важно. То есть, например, в общем, у них тяжело в коммуникацию. Она может разговаривать только с Редом, потому что, ну, она не знает симлиш, она знает симлиш буквально чуть-чуть. Есть где-нибудь действие, по-моему, с языками связано, вот действие, смотрите, переключить языки, попроси использовать, мы можем попросить, ладно, используй симлиш, потому что Мише тоже интересно подучить симлиш, и Фин, кстати, в свою очередь, то есть Фин вообще знает 3 языка, причем, по-моему, вранбургский у него родной, вшит в него, да, вранбургский у него родной, симлиш он тоже родной, потому что мама там из Вранбурга приехала, вот, ну и симлиш, потому что он в атмосфере такой рос, как бы в языковой среде рос, он билингв, и винденбургский он, ну, подучил, не так хорошо, как хотелось бы, но подучил, и также он чуть-чуть пытается говорить на нортхавенском, потому что как раз-таки вот именно ради Миши, как бы она его чуть-чуть учит, все такое, просите остаться друзьями, а вы что, у вас какая-то романтическая строчка, что ли, пробежала? Вы чё? Обсудите интересы, что-то поговорить. Что вообще у тебя к Мише? Ты мне можешь показать? Кроме вот этого вот, забудьте вообще про это мод, короче, вылез. Ой, ладно, хорошо, если мы вот так посмотрим, все печально. А что, кстати, с нашим одногруппником, которому Миша нравится? Кстати, да, вот Трэвису Миша симпатично, но он, короче, застенчивое сыкло. Вот. Он не просто застенчивый, он застенчивое сыкло, потому что я, честно, не понимаю, в чем проблема? Пришел, сказал, ты там мне нравишься, пошли гулять. Там, чё нет, в чем проблема? Где котик? О, вот Оливия, кстати, Оливка. Она ровесница Евы, но она должна быть Тодлером, короче. Ну да, сохранение, блин, что называется, чумелые ручки. Кот решил пойти в туалет. Слушайте, это канон, потому что кот со мной тоже всегда в туалет ходит, она прям смотрит на меня, она любит еще и запрыгнуть. О, пришла, короче, здравствуйте, пришла девушка Реда, прикольно. А Ред, иди сюда, давай мы ее, может быть, обнимем. Даже не знаю, иди поцелуй ее. Иди просто поцеловать, иди сожми ее в объятиях, скажи, я так по тебе скучал, любимая. Вообще я хочу в бар поехать, чтобы они в баре побухали, то есть все повеселились, я даже специально им, конечно, за жопу полапать, ну нельзя же просто вот обнять человека, нет, надо обязательно облапать. О, и еще одна, кстати, подружайка Стеллы, Рика, но мы, наверное, с Рикой уже не будем пересекаться. Наверное, я сейчас их всех отправлю в бар, чтобы мы там повеселить, как я это и планировала. Ну и, собственно, дело-то будем потихоньку двигаться к концу ролика. Давайте тогда уже увидимся в баре. Окей, добро пожаловать в бар. Честно, да, как видите, я им даже всем специально костюмчики здесь надела. Только где Роберта? Мне расскажете, где Роберта? Что-то вот я ее не вижу, меня это смущает. Тут вот
Да вы заколебали. А, вот, Роберта пришла. Все прекрасно. Вот, пожалуйста, специально я им тут костюмчики всем попереодевала, чтобы они выглядели, блин, в стиле. Конечно, разумеется, базово самый модный здесь Финн. Мне безумно вообще нравится этот костюм. Мне очень нравится. Вообще, блин, супер. Ну, девчонки, то, что они здесь самые красивые. То есть девочки выглядят всегда красиво, но с пацанами, конечно, пытаться пацанам найти какую-то одежку, это, блин, обнять и плакать. А где Миша? Кто-нибудь мне расскажет, где Миша? Миша, давай, иди, пожалуйста, тоже потанцуй. Вообще, красавцы. Все красивые. Ну, Роберта тоже мне очень нравится. Причем, чтобы вы понимали, именно прям такие, ну, коренные, крутые жители, это вот Роберта, Ред и также Мэдди. Давайте немножко про Мэдди-то расскажу. А что про нее рассказывать? Все, она просто живет в честности с самого детства. Ред Роберта тоже. Миша первый раз приехала, Финн тусовался только на лето. Ну, а Луи, который куда-то вообще-то свинтил, я не вижу вообще куда. Так, подождите секундочку. Где Луи? Куда делся Луи? А, нет, вот Луи. Луи жил в Тамаранге, то есть он в школе учился в Тамаранге, он приехал в 12 класс поступать в честность, потому что он ветеринаром мечтал стать. И они как раз-таки сейчас вот с Робертой учатся и, ну, подрабатывают в ветеринарной клинике. И в будущем они планируют покупать себе свою ветеринарную клинику. Так, хорошо. Я, знаете, что хочу? Я бы хотела, чтобы Миша сделала всем напиток, потому что мы сегодня джин с соком. Иди, пожалуйста, выпивай. Иди, делай напиток. Так. Только пролагай, пожалуйста, я тебя очень прошу. Вот когда не надо, вы останавливаете танцы, а вот когда надо, так вот сейчас, днем с огнем не сыщешь. Не знаю, Финн, может, немножко пообщайся с Мэдди, то есть вообще что-то про нее узнай, как бы вообще кто она, что она, можешь выпить с ней, то есть я не думаю, что Ред прям будет ревновать к ней Финна, потому что Финн может быть и бабник, но девушек он никогда у друзей вообще не отбивал, то есть это его табу. Это для него просто фу, так делать нельзя. В баре я не хочу заказывать, потому что у нас как-то некорректно получается. Ну, точнее как. Он у меня делает, а потом они все не подходят. А вот если Миша сделает, то тогда они все подойдут. Ну, то есть в целом, да, такую решили устроить. Ой, ну посмотрите. Слушайте, а я могу какой-то сделать, типа, чувственный танец? Я хотела бы вместе с Мэдди, я бы хотела просто ее сфоткать. Поцелуй, страстные танцы... провокационные движения, мне кажется, вот им это подойдет прям очень хорошо. Блин, жалко, я могла бы, ну, типа, она его бить пыталась. Ну, просто парочка сразу видно. И Финн такой, да, завидую я им. Я тоже бы хотел быть там со своей второй половинкой или что-то вот в этом роде. Так, Ред, пролагай, пожалуйста, мой хороший. Получится у вас? Ой, посмотрите. Вау. Что это такое вообще просто? Что это за вау? Я не могу просто, я вообще в восторге. Так, я включила свой пресет для фотографий. Какие милаши. Ну, не, я просто для древа хочу немножко их пофоткать, потому что я не знаю, куда я к ним еще вернусь. А так, в целом-то и можно сейчас вот... Ой, ну вы просто гляньте. А Финн за этим все еще наблюдает или нет? Нет, Финн сказал то, что не, ребят, сорян, я... Какая недовольная бука. Ну, посмотрите просто на него. Ну, вот... А у меня девушки нет. А у всех она есть. Ну, что это такое, Роберт, такая? Чувак, закройся. В смысле нет? Миша такая, да, нет, девушки. Так, я что-то хотела, секунду, я хотела вот эту вот позу сфоткать, потому что это, ну, это угар какой-то. Мне кажется, так они эти отношения и строят, они у меня переспали на первом свидании. Ну, это просто так получилось, потому что я такая, ну, давайте, ну, все. Нельзя давать мне первое свидание на стрим, то есть, ну, что это вот вообще такое? Милаши просто. Красавцы. Все красавцы, ребят. Все красивые. Только если бы еще не шляпа было бы, можно было бы еще больше фоток сделать. Я знаю, чем они будут заниматься сегодня ночью. Ой. Просто, ну вы гляньте. Миша такая. А у меня зато есть шейкер. Подождите секунду, что?
Почему... А этот недоволен, в смысле, тут веселиться, смеет пить. Все, хорошо, все довольны, все существуют. С ним мы не должны вообще никак контактировать, никак разговаривать. Этот чувак очень похож на Трея, но, видимо, только из-за прически. Пейтон какой-то неизвестный мне. Ладно, Финн тогда, я даже не знаю. А Финн уже выпил? Финн уже бахнул или еще не бахнул? Кто мне расскажет вообще? А Миша доделала вообще что-то? Миша что-то не доделано. Мне это не нравится, потому что я хочу, чтобы она доделала вообще алкашку. Алкашку, она хочет... Пожалуйста, доделай коктейли. Вопрос лишь в том, где. Понятно, я поняла, ребят, вопросов нет. Миша залагала на полпути. Понятно, деньги уже потрачены. Ну, кто бы сомневался. Восстановим ее. Давайте ее просто восстановим тогда и все. И она сейчас сделает напиток для всех в целом. Why not, как говорится. Ну, окей, сделай для всех тогда. Сейчас вот она поставит это и нормально будет. Или она опять залагает. Так, ну хорошо. Идите, пожалуйста, все выпейте. Понятно, все пошли смотреть, как кто-то кого-то, блин. Ай, ну что за люди просто? Что вот, я не понимаю. Им лишь бы, блин, все идет не так. Одна неудача сменяется другой. Все говорят... что ничего не узнаешь, если не попробуешь. Никто не говорит о том, как ты себя будешь чувствовать, если попробуешь, потеряешь неудачу. Мишель больше не сможет позволить себе разочаровываться, пробовать что-то слишком страшное и болезненное. Это, мне кажется, просто потому, что Финн ей в танце отказал. Как? Что вообще такое? Хорошо, а ты можешь, я не знаю, попробовать с Финном потом потанцевать как-то? Я хз. По-моему, вот это вот есть. Мне нравится подтягиваться и качаться. Выпить, ребят, просто. Вот эта вот баба зачем здесь вообще нужна? Она должна вообще уйти, здесь быть не должно изначально. Как бы свинти отсюда, пожалуйста, я тебя очень прошу. А ты что? Ты, пожалуйста, идите сюда. Я хочу, чтобы вы все у меня здесь танцевали. Поиграй. Поиграйся всеми, кстати говоря, тоже такой момент. Да, ему нравятся танцы, разумеется. Можно это восстановить, пожалуйста, господи? Иди отсюда, пожалуйста. Все тут в дротики играют. В дартс, блин, в дротики. Так, Финн, я знаю, что ты сейчас можешь это... Воспользуйся, пожалуйста, туалетом. Я тебя очень прошу. Кто сейчас должен подойти? Его девушка. Хорошо. И она что? Нет, мимо. Жалко. О, попадание есть. Нормально. Не так уж и плохо. Следующий у нас Финн. Давай, Финн, чувак. Как человек, который хочет в туалет, ты просто обязан быть хорошим. Ну, то есть ты просто обязан кинуть хорошо. Господи, какой же... Я могу это заскринить, чтобы это было красиво? И... О! Попал? Серьезно? Капец, он прям молодец. Ну, молодец, чувак, что я тебе могу сказать. Ты прям крутой. Роберте... Мне интересно, я могу и как-то через похоть это все сделать? Или я не могу? Я бы просто ей смыла настройки. Моля, одежда. Да, не могу я сейчас ничего сделать, к сожалению. Ладно, значит, будет у нас вот такая ходить. Давайте думать, что на молоком облилась. Пожалуйста, я вас очень прошу. Давайте думать, что на пиноколаду просто пила неудачная. Или просто сделаем вот так, не будем себе дурить башку. Я была уверена, что Миша попадет с ее какой-то вот аккуратностью и так далее. Ну, бывает. Ой, Рето похвалил, кстати. И Роберта тоже похвалила. Кто следующий? Так, следующий ее муж Луи. Что-то мимо тоже промахнулся, но это одно радует, хотя бы мимо. Давай, давай, давай. И что, ты попадешь? Опять куда-то мимо попал, короче. Что-то Луи прям не идет, если честно. Ну ладно. Ну вот ребята тусуются, все что-то обсуждают. Так, кто следующий? По идее, осталось только Роберта. Роберта и... Да, Роберта только осталось. Давай, моя хорошая, просто порви их всех. Давай, 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 я знаю, ты можешь, ты знаешь. Давай, давай, давай. У тебя получится.
Нет. А это или типа командная какая-то игра, наверное. Как тогда команды распределяют? Мне вот просто интересно. Или, ну, как-то, ну... У Роберта новая черта характера. Слушайте, ну давайте примем, почему бы и нет. Так, вы танцуете. Ой, боже, посмотрите, что я пропустила какой-то флекс. И что было? Что было? И что забыла? А, нифига себе! Ой, команда Мэдди, Мишель и Роберта выигрывают, команда Редфилд и со счетом. Они по командам играли, да. Так, подождите, еще раз. Почистить зубы. Она почистит зубы. Да, все супер, тогда получается отлично. А мне интересно, если я нажму групповой ковбойский танец, они потанцуют. Просто если я нажимаю здесь групповой ковбойский танец, они выходят танцевать сюда. Мне просто... Я бы хотела какую-нибудь фотку прикольную сделать. Но я не хочу, чтобы они выходили все на улицу. Че ты там орешь? Истеричка. Вот вы видели, да, вот эту истеричку? Это не ковбойский танец, это они просто решили пофлексить. Я поняла вас, ребят. Хорошо, бро. Вы прям крутые, конечно. Ничего не могу тут сказать. Вообще, ну, ничего не вообще. И Фин такой, чисто чмоня какая-то. Вот чё ты хнычешь? Объясни мне. Слушай, а давай ты, короче, поешь. Я не знаю, внезапно такой деп. Давай ты тоже, короче, поешь. Потому что, ну, ты пьешь и все такое. И потом давайте они все пойдут танцевать, наверное, потому что, ну, а чё нет, как говорится. Окей, иди познакомься, наверное, с Джулс, пообщайся, собственно говоря. Как, добро пожаловать, давай, дружеская волна. То есть ты, по сути, можешь к ней попробовать подкатить. Он же не знает, что у нее как бы девушка есть, правильно? Для Фина это база. То есть Финн вообще, несмотря на то, что ему нравится Мэрс, он все равно, ну, не отказывает себе в удовольствии общаться с другими девушками. Алло, он буквально с Ивой переспал, то есть, ну, спокойно, вообще его ничего не смущало, с подружкой Ситлин, то есть вообще все супер. Какая-то у него, кстати, мания подружек Ситлин. Наверное, все, наверное, подкатить мы не можем, потому что пришла Джейн и сказала, то есть, ребят, ну, привет, дорогая, как твои дела? Фин такой, так, краник заворачиваем, штанишки натягиваем, никаких этих. Ну, разумеется, она вызвала у него влечение. Боже мой. Но ничего он делать, наверное, не будет. Но Джулс, она молодая, то есть ей, может, лет 25, 28, что-то такое. А Джейн, она уже взрослая, надо, ну, то есть ей за 40, где-то так. Так что вот и думайте, ребятки. Я вообще хочу, чтобы вы пошли все вместе танцевать и потихоньку на этой почве уже на этих всех настроениях заканчивать ролик. Потому что 2 часа ночи, я сделала все, что я хотела. Фин, чё ты вот, я не понимаю, ты даешь свой бейгл? Джейн, Вита и Джулс. Так, а где? Наверное, наверху опять. Нет, они прям здесь, ребят, понятно. Берта тоже, кстати, это просто рандомка, я ее отмейковерила, которая как раз-таки была бы и не прочь, ну, с кем-то затусить, вежливое знакомство. Давайте, если она вызовет у нее влечение, то вызовет у Фина влечение, то Фин ее затащит куда-нибудь. Ну, в смысле, я имею в виду по обоюдке, конечно, то есть ничего такого. Комплименты, похвали наряд, может быть, не знаю. Никого ничего не смущает, разумеется. Где Кар? Подождите. Давайте попробуем, я не знаю, если получится. Лестер, ты хороший просто. Ну, бармен вообще супер. Серьезно? Она сейчас скажет да? Вы что, вы не шутите? Серьезно? Боже, ну это просто, ребята, вы... Мне нечего сказать, как бы... Ушли вверх. И Миша такая. Короче, ребят, Миша уже ушла в разнос. Мне кажется, на этой прекрасной ноте пора, заканчивать, потому что, ну... Нет, не можешь! Ну, короче, да, все, Мишенька, бухай, пожалуйста, развлекайся, веселись, а мы будем потиху-то заканчивать, да. Ладно, ребятки, если без шуток, то пора уже заканчивать. Я надеюсь, что вам понравился ролик. Если бы хотели что-то еще именно вот с Фином, или с любыми другими персонажами, можете написать мне в комментариях. Ну и также напоминаю, что лайк, подписка и комментарий очень помогает продвигать мой ролик в рекомендации, ну и в целом мотивирует меня заниматься этим дальше. Пишите комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал. Если у вас по какой-то причине не работает телеграм-канал, то вы можете подписаться на меня ВКонтакте, там
там все выходит с небольшим опозданием, но выходит. Но на этом было все. С вами была Даша. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока. Oompa Foona. Lovo Canathol